Всем привет-привет, шоу, как дела? Как-то вы так быстро собрались, я аж удивлен, если честно. Я думал, что мы лобби будем минут 10 собирать. А тут у вас что-то прям желание появилось. Короче, сейчас будет один момент, мне нужно, чтобы вы написали в чате сразу, как будет слышно игру и тому подобное, потому что я там ее выкрутил, минус 35 децибел. Ну и у меня звуки игры будут только вот юнитов там слышно и тому подобное. Так, ну что, стартуем сразу. Привет, Игорь. Привет, Карен. Поехали. Сразу говорю, я, если честно, хочу попробовать что-то такое необычное. И вот на самом деле меня просили там богов и орков собрать через морских и тому подобное. Через Керри Джаггера. Хочется, конечно, мне попробовать этот билд, но я знаю, что может произойти. Так, ну чё, как слышно меня, как слышно игру, стоит ли игру немножечко громче сделать и тому подобное. Давайте. Пишем. Не стесняемся. Классные, на самом деле, здесь есть билды, на которых можно покатать будет. Тебя хорошо. А игру как? Нормально игру слышно? О, Тофа, здорово, кстати. Давно ты мне свои ролики не скидывал. Блин, на самом деле мне такое сейчас усиление пришло хорошее, но я не могу его никак взять. Я хочу на чем-то таком поиграть. Лайтовом. Тихо игру, да? Сейчас я чуть-чуть еще подкручу тогда. Минус. На 5 децибел громче сделаю. Ну-ка. Если можешь, то еще раз напиши, как бы. Ай-яй-яй, я же предмет забыл какой взять. Так, ну я смотрю, все здесь стар хорошие. Гоблины-убийцы, резачки. Инсектоид пришел. Какая хорошая тема, возьму. Топ не один. Привет. Нормально так опоздал. Всем привет. Согласен. Что-то ты опаздываешь, молодой. Где был? Рассказывай. Норм вроде. Ну, отлично. Кстати, мажоры в чате. Мажоры в чате. Я сам удивлен, если честно. Я просто открываю стрим в 6 часов. Думаю такой, ну сейчас сяду поудобнее. Смотрю, тут фулл лобби уже забито. Я так думаю, чего? Это что происходит? О, хочется, мать, насекомое взять. Сыграть на этом супер-омега скилло. Ой, бог ты мой, лучше бы я... Лучше бы я взял что-то другое. А не эту дичь, которая мне сейчас упала. Да. Так, один на лустрике играет. Хорошо. На самом деле здесь есть свенчик. Можно поиграть через свенчика будет. Я вот тоже думал, что, как обычно, собираться будете минут 10, вот и не спешил. А вы так быстро. Я сам в шоке. Это редкость, это редкость. Большая... Причем, что сегодня у нас за день? Сегодня вторник, прикиньте. Еще и вторник в 6 часов, так много народа. Обалдеть. Это не мои подписчики, по-любому. Шучу. Тут какая-то где-то подстава есть. Вопрос, где подстава? На самом деле здесь есть и духа. Есть орки хорошие. Можно попробовать сыграть на богах-орках, а не на шаманах. Потому что шаман это такое. А вот боги-орки это то, что доктор прописал. А? Что думаете? Хотя, на самом деле, можно типа и на шамана здесь играть. Если шамана будет хорошо идти, то, в принципе, окей, можно будет. А если нет, то такое себе. Реликвии то тоже прикольные. Ах, не успел мой шаман лавы кастануть. Собирай магов-драконов через Джакира. Нет, спасибо. Не хочу. Я Джакира в принципе недолюбливаю.
Itchy hand? Same thing. Я, конечно, сейчас немножечко поспешил, что продал одного тусика. Ну и, в принципе, ладно. Да, и ты ко мне пришел. А у кабанчика ровно 1000 хп. А мне тупо 50 хп сейчас. А, не, стоп, у меня 1100 хп. Так я сейчас хаваю этого кабанчика. Давай, кабанчика своего сумонь. Я хочу его скушать. Не, на самом деле это жестко. У него двухзвездочный уже орк-охотник. Сильный стол. Столы сильные. Спору нет. Ну, будем сидеть через инкам. Что поделать? Так, ну что, игру нормально слышно и меня? Соотношение голоса и тому подобное. Все четко? 3, 6. Ну, блин, можно в деньги вообще выйти, в 20 монет. Я могу тогда раунд с мобами не пережить адекватно. Короче, делаем рисковые моменты. Да, вполне. Ну, отлично. Ну и отлично. Что-то, короче, походу весь чатик сейчас находится в игре. Кроме тебя. Вот реально, можно было бы сыграть на богах-орках, плюс, соответственно, через Джаггернаута, морских, вот это вот всей теме. Но я не особо не хочу, потому что здесь есть Свен, вот этот вот. А Свен меня может очень жестко душить. Я, наверное, все-таки сыграю через шаманов. Какая разница, типа. На самом деле, сегодняшний ролик вообще как-то плохо зашел. То ли ребятка мне нравится, то ли что, не понял так. Походу, шаманы настолько непопулярны, что они даже просмотров особо не набирают. Может, на всякий случай взять себе охотников под мобов? Наверное, возьму охотников под мобов. Ну, мало ли. Так, кто там еще шаманов? Вы все шаманов хотите собрать, я вас понял. 4 человека, которые хотят шаманов собрать. Алло, ребята, давайте без этого сегодня. Дайте мне пожить. Я хочу шаманов собрать. Капец. Без шаманов сегодня. Ну, судя по всему, да, потому что тут что-то как-то... Как-то ребятка жестко решают сыграть на шаманчиках. 3 человека собирают шаманов. Это next level play. Блин, не знаю. Ну, боги-орки можно было бы сделать через морских. Но Клебан тут уже тоже собирает себе богов-орков. Тяжело будет. Ладно, короче. Без шаманов сегодня плевать. Будем играть на том билде, о котором я говорил. Боги, орки, через Джаггера. Кто-то сейчас соберет антимага, даст мне в табло. Но я хотя бы покажу, на что это способно. Хотя на самом деле они ни на что не способны будут, потому что здесь есть Свен, который тупо будет ваншотать. Вот так вот тут будет, по-любому. Мне, конечно, нравится, что яйца так падают, но не настолько рано. Не знаю, наверное, орка-жреца, точнее, жреца поставлю. Закастует свой отхил, будет ок. Хотя, на самом деле, у меня такая слабость то, что, скорее всего, я от мобов откисну. Мавр, привет-привет. На самом деле, здесь будет что-то сложно придумать. Много людей, которые будут играть через богов орков. Очень много людей собирают орков. Даже одному повезло больше всех. А что придумать такого вот можно? Давайте вместе подумаем сейчас. Так, центрального моба я забрал. Тренд имба. Хилит много.
Что можно такого придумать, чтобы вот прям беспощадно наказать орков? Давайте вместе думаем. Ты. Ай, жезлкиры. Жезлкиры это хорошо. Свен? Ну, Свен, да, это вообще б шикарно было Свенчика собрать. Свен. Ну да, в принципе, войну. Какой же он огромный, я... Бу. Серьезно, он такой огромный. Мне сейчас так в табло... Ой, японский бог. Как он мне сейчас в табло даст? Очень огромный. Ну тоже, Свен может не пережить шаманов. Вдруг чего. Будем руинить катку ребяткам. У меня вот кабанов на сумоне. Посмотри, сколько там толпу. Ух ты, бог ты мой. Let the hunt begin. На самом деле у меня овер слабый стол. Я даже не особо могу определиться сейчас, что мне взять получше. Ладно. Ладно. О, ребята, можно не такие жесткие столы? Как вы так понаходили все? Рубрика по 2 все. Вы посмотрите на их столы. Обалдеть. Хоть, если честно, убираю весь свой стол. Потому что мне так больно прилетает. You can't stop the Cave Clan. Тут так много богов-орков просто. Диву даешься. На самом деле можно сыграть через кунг-фу. Всем привет, шахматисты. Привет-привет. Охренеть. Вот это у вас усиление. Я в шоке. О, Димак. 5-й уровень, понял. Так, ну я так понял, Тофа сейчас нас всех вынесет пока что. For the glory of the holy Как knights. погода у вас? Очень жарко. Очень. Не знаю, как у других, но у меня конкретно очень жарко. Я как по рожен катаю. У меня очень слабый стол. У меня уже 57 хп, почти ничего нет. Демонов тоже нету. Ну, короче, кажется, это не мое лобби сейчас будет. Везет, у меня сегодня снег шел, обалдеть. Обалдеть. Снег в мае. Жестко. Сочувствую тебе. Блин, не знаю, скорее всего, я реально откисну в этом лобби. Типа, у меня настолько ужасный стол. Просто не передать словами. No life is left. Очень туго по усилениям, очень туго по всему. Fortunately, I've got revive tokens.
5 человек играют на орках. 5. Так, ну что, каковы шансы ставите, что у меня что-то получится в этой катке? Потому что я имею предчувствие, что мне ГГ. Обалдеть-то, хватит такое усиление, чтобы у вас было, алло. Я худею, какое у вас там усиление лютое. Что-то вообще в последнее время в игре нашествие орков. Так, ну таки есть. Я думаю, что я здесь все. Это будет, скорее всего, моя конечная. Либо мне, конечно, сейчас идеально все придет по усилению, и все будет хорошо, либо же будет самое плохое все. Я думаю, что второе больше будет, чем первое. О, кабанчиков, кстати, стырил. Хорош. Хорошо. Хорошо! Ой, Тофа. Bring me more. I'm not drunk. How can I get drunk? We're almost there. It's just one step. Джаггер 3 звезд. Джаггер 3 звезд. Ладно, принимаем поражение достойно. Да. Ну, у меня уже 30 хп, это бред. Типа... Strangler. Open your third eye and see. Может, ты ману быстрее будешь генить, падла? О, это, конечно, прикольный скилл, но максимально юзлесс сейчас. Да. 15 хп. I may be. Only a demon defeats a demon. Don't worry. I'll exorcise every last demon. Так, ребята, ну что, какие шансы ставите? Каковы ваши ставки?
Я думаю, мне пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. У меня есть, конечно, идея, как мы можем еще это немножечко перевернуть сейчас. Но на самом деле, с таким ужасно слабым столом я вряд ли что смогу либо сделать. А им в двойку придет и будет топ-3. Ну, кстати, да. Если придет. За 20 раундов мне упало только 2 фиолетовые фигуры. Поэтому если. Тут самое главное, чтобы Свен пришел. Со Свеном будет все хорошо. Еще есть такой момент, что мне по ХП, точнее не по ХП, а у них уровня сейчас может не хватать. Мета, кстати, возьму. The ocean is singing something horrible. Oh, my answer to thee? The auto chess and everything is 42. Pain. Lock. Auto attack. Perfect shot as always. The ocean is singing. Venom, venom. No life is left under my pen. Ой-ой-ой. Wanna try Link game? Not a stepping stone to my revenge. No life is left under my pen. Ясно. Не, ну шанс как бы есть, но он максимально минимальный. Чего не Хантера? Вроде же мета почти... Вроде же мета почти короля на них апнул. Ну, просто из-за того, что здесь нету воинов, ты апнул. Хантер это прикольная тема. Но через мантию короля было бы очень сильно. Но я хотел немножечко вообще другую сделать тему. Я вообще хотел сыграть через богов орков, морских, вот этих вот воинов и тому подобное. Но тут есть Свен, и если бы я, наверное, так делал, то, во-первых, мне бы не дали сделать, потому что здесь лобби орков. Тут просто раз, два, три, 4, 5 орков. Один человек играет на шаманах. Короче, здесь жесткое лобби. Не то лобби, короче. Кратко. О, винстрик. И 2 хп восстановил. Ну. Не, ну я все понимаю, как бы, бог рандома. А ты можешь мне дать, пожалуйста, то, что мне вот надо? Мне, например, нужен Свен, либо же антимаг. У меня 15% шанса на фиолетовую фигуру. Алло. Как бы пора уже. Ну, задумайся, бог рандома. Хантеров легко контрят. Очень легко. Просто в этом лобби никто их не собирает. Ой, бошечки ты мой. Ну, ты можешь успокоить своего Джиггернаута с 11 стаками уже на посохе? СФ продать со скамейки. Да, я думал его в 3 звезды собрать. Я в любом случае уверен, что не придет. Чернокнижников я не хочу распродавать. И Дума я тоже не хочу потерять. Тут вот шамана еще собираю. Ой, короче. Будь жестко. Без денег удачи не соберешь. Да, тут я согласен. К сожалению. Зато яйца сыпятся. Inevitable. Mortal.
15% шанс на фиолетовую фигурку, ребят, напомню. Еще и бог-жрец. Боже, ты можешь на своем боге-жреце ливнуть, пожалуйста? Тофа, ливни, мне не надо твой бог-жрец сейчас. Еще с некромиконом. Короче. Принимаем поражение достойно. Рассказывайте, как ваши дела. Давай, молимся всем богам. Ну, как бы вы сами все поняли, да? Ну что, какие у вас прогнозы? Бог-жрец 1, бог-жрец 2. На самом деле, если я Свена в 2 звезды соберу... А, не, ну меня законтрить могут быстро, если не придет то, что надо. Боже мой, он пришел. Охренеть не встать. Ну, теперь шансы как бы есть. Небольшие, но есть. Согласны? Небольшие шансы у меня теперь появились. Да, вполне себе большие. Ну, как сказать, не совсем вполне большие. Ну, по крайней мере, я так думаю. Потому что любой контроль, вот этот жрец, точнее, там, блин, надо жреца как-то переконтрить. А как я жреца могу переконтрить? Только попробовать найти себе медальон. Есть вот это... О, еще он обезоружен. Да иди ты в баню. Медальон, дай медальон. Дай медальон, прошу. I am the Eggman. Мне очень нужен медальон. Без медальона моего героя будет брать под контроль вот этот жрец. У него еще и безоружие сверху. А это все время. Могут не дать подышать даже. Ну, 2 яйца мне особо не надо. Мне надо одно. На Свена. Просто я не думаю, что я сейчас, если буду что-то ролиться, то найду. Вообще мне нужен какой-то отхил. Короче, в первую очередь мне нужен медальон первого тира. Я надеюсь, его скоро найду.
Может, повезет, я яйцами сяпну антимагов 3 звезды. Я вообще планирую продать Некра в будущем и поставить Дума. Но когда будет у меня хоть какой-то отхил. А так как у меня никакого отхила нету. То пока что я этого делать не буду. Кстати, там Рубик стрел, если что. Скилл Террорблейда. Хорош. Но хочешь Шема в тройку. Но Надежда умирает последней. Ты должен это прекрасно знать. Надежда всегда... Боже, спасибо тебе, бог рандома. Спасибо, просто спасибо. Я тебя обнял, приподнял, бог рандома. Теперь только мне надо справиться с обезоружием. Ну ладно, я думаю, без обезоружия... Точнее, даже если сейчас мне обезоруж прилетит, я думаю, что я все-таки смогу его как-то пережить. Когда уже ферзя апать? Я уже давным-давно ферзь. Ферзь это такое. Неинтересно. Блин, у Медекса, конечно, там сильно. Так, Берти. О, кстати, фарм. Фарм пришел. Фарм маны. Вевка в комментах откисает. Так я ее отключаю. У меня просто Юлька здесь ходит туда-сюда. Поэтому я ее отключаю. В следующую игру зайти можно? Да, можно. Сейчас меня быренько выкинут. И можно заходить будет, ребят. Все вместе можете заходить. Нашел медальку. Это медаль за отвагу. Понял, принял, тогда норм. Ну пока что, тьфу-тьфу-тьфу, пойдет. Я даже на самом деле хочу еще одну медальку найти, чтобы моего Свена под контроль не брали, что я, наверное, и сделаю. Да, все. Одна медаль хорошо, две лучше. Все, вебка на месте. На самом деле сейчас такое освещение из-за того, что день, хоть и окно и закрыто, но у меня все равно как-то темная вебка. Ну, это нормально. Шансы есть. Теперь шансы есть с антимагом 2 звезды, но все равно слабоватые шансы. А чего у нас 15 человек, а лайков нет? Скинемся? Ребята, да, давайте скинемся. Давайте все лайков, побольше лайков. Больше лайков богу рандома. Боже, я вынес этого жреца. У Легио там интересный такой стол вообще. Down your spine, mortal. На самом деле Свен в 2 звезды может порешать много вопросов. Обезоруж. Вот зачем ты со своим обезоружием, а? Ребят, 20 человек, давайте скинемся лайкусами. Скидываемся лайками, не стесняемся. На Твиче лайков негде кинуть, но просто так, давайте. Я думаю, нет смысла сейчас пытаться с антимага шмотки перекидывать, он сильный. Закинь своими цикавый стил. А что ты собирал? У тебя там то шаманы были, то с антимагом что-то было. Вообще непонятно, что это было. Вот Романиус, конечно, мне не нравится с Гороном. Ага, Романиус. Романиус. Надо будет с тобой пообщаться, Романиус. Как на Твиче? Опередил. На Твиче никак, к сожалению. Ну и чё брать? Я думаю, лобби не продержится очень долго, чтобы брать рейд ночных зверей. Та нічого не йшло перебудуватися тричі намагався. На 3 хп почало щось приходити. Так ты сам видел, какой у меня стол был. Не знаю, оба... Ладно, я возьму более гарантированный рейд ночных зверей. Для нашарящих, как механика отхила на героя работает, и как сделать так, чтобы 11 поставить? Ща, секунду, думаю, пришло. Не понял. Почему ты не греешь шекели на стримах? Запуская стрим с энергиями на заказ, к примеру, ставишь ценник, там гривен 200 за заказ, и погнали реализовывать.
Ну, естественно, без очевидного кринжа. Ну, сейчас, секундочку, ребят. По чуть-чуть, понемножку. Ща, секунду. Думаю, проживет. Ну, шансы есть, что прожило это лобби. Ладно, я думаю, продам, пока выйти надо в деньги по барику. Башер. Мать его за ногу. Башер! Это не то, что я хотел. Башер в иллюзию полетел. Хорош! Я планировал вот эту вот тему по поводу заказов сделать, но я просто не сделал как-то ну, какого-то ценника определенного. Я просто на самом деле даже не знаю, какую сумму ставить. Там, я всякую хрень придумывал там. Я там список примерный сделал, но такое. Терранова, привет. Что это за игра? Это Авточес. Авточес. Кастом CS:GO, ты знаешь такое? Вот это вот, типа, сделали отдельную игру на нее. Вот. Я думал по поводу вот такого вот сделать ценника и тому подобное. Короче, хотел что-то интересное сделать, но, если честно, то ли мозгов не хватает, то ли... Ну, этого точно не хватает. Но я просто даже не могу определиться с ценами. Да и при том, мало кому-то будет особо интересно, но такое. Чтобы взять 11 уровень, тебе нужно либо баф людей, либо же играть через косу сколы плюс баф людей, либо же тебе нужно сделать манго. Очень много манго, и, соответственно, с этим манго ты можешь себя спокойно взять 11. Ладно, короче, юзер. Да я по назве понял, а еще тут рубеты. Ну вот смотри, ты выставляешь свой стол, выставляешь конкретную синергию, билд и тому подобное, и ты дерешься между игроками. Ну тут я откис от шаманов, кстати. Потому что у меня эгида у чувака появилась, и минус 27 в табло получил. These hands can No life is left under my I wonder if my Ух assistant ты. would like being a suit of armor. I wield the unbreakable. Demon was born free, and he is everywhere in chains. Demon was born free, and he is everywhere in chains. Сейчас, секунду. Отвечу в чате. Подождите. Ясно, понятно. Так, отхил на Нагере, ну, в плане, чтобы перхилился на 2-3, это как? Не понял, на 2-3. Я понял, в танке краще. Но тут, на самом деле, ты, типа, выставляешь синергию, выставляешь билды, кидываешь предметы, все такое. Делаешь расстановку, и ты можешь спокойно играть против игроков и тому подобное, нормально чилить. Типа, ну, она прикольная игра, чтобы подумать, ну, что-то интересное, что-то необычное, короче, если так кратко говорить. А что, у меня Свен не закастил свою способность или что, или как? Сейчас не понял немного. Что, серьезно? У меня Свен не закастил свое усиление урона? Или что произошло? Почему у меня 215 урона у антимага? Так, Медекс с 3-звездочным этим отлетел. Обалдеть! Ай-яй-яй, ну там у меня 18 хп, что делать? Я не знаю, у меня 18 хп, я не знаю, что делать. Почему опять у меня антимаг не усилился? Не понял. Все равно не понял. Давай, не имбовый антимаг. Гаси! Третьего тира брох дракона. Ну, но у меня антимаг просто не усиливается. Я как-то особо не хочу.
Рог дракона. А, нет, стоп, я не буду пока яйцо тратить. Типа Свен юзает свою способность, но он не усиливает антимага. А если играть через Свена, то, в принципе, ну, тоже можно играть через Свена. Рог дракона. Ну, сейчас посмотрим после этого раунда. Сейчас после этого раунда посмотрим. Если что, то реально возьму Рог дракона. Тоже норм тема, кстати. Ну, если не придет. Про танки теж говорили. Прягра. Если пара каток за стрим, то гривен 200. Если каток 10-15, то можно и по 50 делать. Ого. Ты как-то слишком много сказал каток в день. Я столько, наверное, даже не высижу. О, клинок тени — это хорошая тема. Но надо другое найти. У меня куча есть предметов, но я не знаю сейчас, как нормально их юзнуть. Every scar makes an even more devoted disciple. Вот это отлично. То, что сейчас мне упало, это очень даже хорошо. Безруш у меня прилетел в этого. Хорошо. Ну нет, ну трезвездочный варлок суманулся. Ты чё? Охренеть. Вот это обида. Прикиньте. Вот это обида. Трехзвездочный варлок суманулся. Ну ладно, как ты и написал топ не один, это гарантированное было топ-3 за счет антимага. Ну ладно. GG. Так, сейчас я быстренько почитаю чатик. Ну, я под следующий стрим постараюсь сделать вот этот вот списочек по поводу донатов и тому подобное. Ну, может что-то зайдет, а может и нет. Хрен его знает. Просто на стриме я делаю обычно 2-3 катки, как раз это пройдет 2-3 часа. Но не фартануло, мне люто не фартануло то, что ему варлок там присумонился. У меня ну, если бы у меня, конечно, был Свен 2 звезды, то я бы тут, скорее всего, его бы вынес в легкую. Но Свена 2 звезды у меня не было, поэтому я его и не вынес. Но все равно это прикольная каточка была. Топ-3 зашел, означает победил. Так, Бог-жрец на Берти выиграл топ-1, он остается в следующем лобби, а всех остальных прошу поменяться. Давайте, залетайте. Ну, как ты и сказал, топ-3 я занял. Еще бы вебка у меня. А ну, я, может, ее переключу, может, она сейчас... Ну, вот стало посветлее. Отлично. Давайте, залетаем в лобби. Я передам ей. Тебе передаю, что ты будь здорова тоже была. Давайте, 3 места, поехали следующее. А пока что такой небольшой перерыв между каточками, то надо поставить что? Правильно, лайк. Какой пароль? 1996, ребят. Так, ребят, кто был в предыдущем лобби, пожалуйста, покиньте каточку. Дайте другим поучаствовать. Кроме Берти. Берти топ-1 занял. Еще желающие есть?
Так, Медекс, ты в предыдущей был каточке, так что я тебя чищу. Давай, сок... Я не знаю, как правильно твой ник прочитать. Сахи пробито, будешь так. Но мне кажется, 200 гривен за какую-то... Ну, хотя, может быть, и норм. Ребята, ну-ка напишите мне в чате, 200 гривен за заказ какой-то конкретной сборочки. Норм или не норм? Берти. Берти, ты куда? Так, но есть одно место. Берти почему-то вышел. Окей. Не тільки за заказ. А за що ще? А 200 гривень за заказ страти має бути топ-1 або топ-2. Ну, блин, это сложно будет, конечно, такое. Но только если какая-то адекватная сборка, которая реально играбельна, тогда да, такое можно пробовать. Потому что если, допустим, какая-то будет неадекватная сборка, я хрен же займу топ-1, топ-2. Тупо это даже не получится. В текущей мете много чего не работает. Даже вот Медекс, который был с Джаггером 3 звезды ранним, с хорошими предметами, откис от такого антимага в 2 звезды. Ребятки, одно место. Кто хочет, залетайте уже. Все, не будем никого ждать, просто кто хочет, залетайте. Но я под следующий стрим, который будет в четверг, я постараюсь сделать какой-то небольшой список и посмотрим, норм, не норм. Ну так можно, типа, челлендж. Заказал за 200 гривен, занял топ-1, красава. Нет наказания. Игра на кринж сборки. Ну, кстати, тоже как вариант хороший. Делаем топ-1 на керри звери легендарки под зверями богами. Все, поехали. Ребят, напомним, кто занял топ-1 в лобби, в следующей катке он остается. Ну, вдруг чего. И пока что мы вот грузимся, все такое, надо поставить лайк, потому что 25 человек на ютубе. Ребят, ну, давайте. Поднажмите. Сделайте приятно мне, а? О, опять свенчик. Короче, есть план. План надежный, как швейцарские часы. Берем охотников. Кто соберет воинов, тот тетюрка 1 сантиметр. Шучу. Тут на самом деле довольно-таки есть интересные билды. Тут куча магов. Можно попробовать закирить лича. Но этого лича могут очень жестко порвать. У меня один раз почти получилось, но предметы не нападали. У меня как-то... Короче, я собирал богов-орков через вот этих вот морских воинов и тому подобное. И, короче, была тема. У меня был зверь-воин в 2 звезды. У меня было все почти идеально. У меня это и духа был в 2 звезды. И у меня зверь этот нормально так душил. Но появился один антимаг и задушил меня напрочь. Вообще, без каких-либо шансов. Так, есть план. Надеюсь, реализую. Надеюсь, нет. Я тебя знаю. Ты сейчас панду возьмешь, вытащишь что-нибудь такое хорошее. Так, я тепер тут. Twitch One Love. Это хорошо. Я на этой неделе же проведу 3 стрима. Вот это вот первый стрим, потом еще будет. В четверг. И в субботу будет, если что, стрим в 6 часов. Блин, как-то надо получше же. Минус броню возьму. И возьму палку. Так тоже можно. Не в этот раз. Так вот, короче, ну там антимаг меня просто взял, разорвал. В полную, в нулину. Даже шансов не оставил никаких, просто разорвал меня в нулину. Антимаг не имбовый персонаж, вообще не грамма. Как хорошо. Блин, мне так хорошо идет, что аж не верится. Фома, я тебя услышал. Я тебя услышал, дорогой. 2-звездочный снайпер, кунг-фу. Ну да. От ти надихаєш знову повернутися до стрімінгу. Апекс набрид, а от честь можна пострімити.
Тим паче конкурентів небагато, тільки майстер на стрімі. Тільки майстер на стрімлері. Ты типа про меня имеешь в виду или про кого? Я не понял. Completing my revenge. Если про меня, то спасибо большое, но я не считаю себя супер-мега-мастером. And it's harvest. Я считаю себя чисто человеком, который делает контент и все такое. Спасибо, спасибо. Но я не особо считаю себя мегамастером. Ну, Фома, успокойся, алло. Братишка, остановись. Остановитесь. Алло. Привет, хорошего стрима. Привет, привет, Дип. Спасибо большое, спасибо. А как давно ты стримил, Легио? Я на самом деле в скором времени буду уже стримить и TFT. Так что будет еще больше контента хорошенького. Конкурентов там, конечно, намного больше, но я уверен, что будет все четко. Жалко, что в авточессе именно, ну, такие вот разработчики. Ну. Обидно просто, очень обидно. From completing my revenge. Wait for my signal and play it by ear. Про арену, на киберспорт не думал. Тут нету киберспорта. О, спасибо, спасибо за донат. Спасибо большое. А почему звук не сработал? Не, вот сработал, все. А был же звук от доната? Потому что мне, может, что-то не прилетело. У меня просто колонки на минимум сделаны. Есть вообще-то? Все, я понял. Не было. Странно. Ну-ка, я сейчас перезагружу. Так, а ну-ка, обновить кэш. Обновил кэш. Но сейчас должно приходить. По крайней мере, я обновил. Improvise, adapt, overcome. Так, сейчас, секундочку, я отвечу в чате на ТФТ. Секундочку. Ой, на ТФТ, на Твиче. Секундочку. Помолю ты тут. Так, ребят, задонатьте и проверим. Хороший такой незначительный байт на донат. А еще и вопрос, почему-то не подключают платформы типа Донатик. Там и озвучки угорнуть можно. Там процент идет огромный. Ну, там 20% берет с донатов, это первое. Я хочу подключить систему от Монобанка. Но для того, чтобы ее подключить, там надо хотя бы, чтобы стабильно было 2-3 тысячи в месяц от донатов. И тогда можно подключить любую систему. И там тоже есть озвучка текстов, сообщений, т.д. и т.п. Короче, тоже много приколюк таких интересных. Есть и так далее, но вбей в гугле, они проходят не в СНГ, но призовые норм. Это имеешь в виду про авточес, правильно? Так. Вчора апнув короля нарешті, після 2 тижнів марафону твоїх відосів. Перестав минулого літа, коли почались проблеми зі світлом в Дніпрі. Зараз все наче добре. TFT не дуже сподобалося, лол не моє. В свій час награв дуже багато в Underlords. О, я тебе сочувствую в Underlords. Ой, сочувствую. Не знаю, Underlords прикольная игрушка, но там ее тоже как бы убили, и она плюс... ну, не развивается, насколько я понял. Ну, то есть, короче, такая же тема, как в авточес, по сути, происходит. ТФТ мне нравится тем, что там разработчики нормальные. Там адекватные разработчики, которые за своей игрой следят, развивают ее и тому подобное. Поэтому ТФТ мне нравится. Там и с балансом все в порядке. Я вот сколько вот уже играю, пытаюсь разобраться. Мне, конечно, тяжело, потому что я мало времени играю в ТФТ. То есть, чтобы вы понимали, за неделю в ТФТ я могу поиграть 3-4 раза. Именно поэтому у меня контента в ТФТ еще до сих пор нету. Я потому что не могу еще нормально, адекватно разобраться. Там надо героев понять, какие у них там способности и тому подобное. Как на них лучше играть, как на них хуже играть. То есть я вот эту вот всю тему пытаюсь прощупать и все такое, чтобы, ну, вот добротный контент выкладывать. Я могу, конечно, на стримах включать ТФТ.
Но я не думаю, что это будет интересно. Хотя я уже более-менее разобрался там. Ну, по крайней мере, я там могу, там, знаете, выбрать предметики какие-то и навалять движа. Сам откуда? Я из города Днепр. Ну так делай синергии на заказ, и будет тебе 3К в месяц. Ну, не все могут донатить, к сожалению. Не в то время живем, скажем так. Не все могут донатить, да и, в принципе, и так пойдет. Не, ну я попробую все-таки вот этот синергии на заказ. Не думаю, что это, конечно, что-то будет. Но я же говорю, что если будет 2-3К в месяц, то я подключу другую тему. И там будет и озвучка, и все такое. Может, next match Panda Lobby? Это Медекс. Если ранее Панда придет, то почему бы и нет? Можно. Как работает синергия цвета? Типа нужно выставить две одинаковые фигуры, но в плане идентичные. Да, ты должен выставить две одинаковые фигуры, соответственно, если у тебя баф фуловых цвет, то, соответственно, ты получишь, а еще и от мобов откис. Ну, главное, центрального моба забрал, и хорошо. Вот. Ставишь две цветы, одинаковой звездности и одинакового типа. То есть два снайпера, двухзвездочники и тому подобное. У тебя появляется третий дубликат. Если ты поставишь баф полных цвет, то, соответственно, ты получишь баф... Боже, как мне не идет... Ладно. Секунду. Сейчас. Дайте минуточку. Ладно, короче, я хотел один прикольный... Ой-ой! Один прикольный момент сделать, но обойдемся без него, поиграем немножко на другом. Плевать. Делаем красиво, значит. Делаем красиво. Вот, ставишь, если первый уровень цвета, то, соответственно, у тебя будет появляться дубликат без предметов. Если у тебя фуловый уровень цвет, то, соответственно, у тебя будут появляться дубликаты с предметами. Так. Это тебе так кажется. Геймеры очень платежеспособная целевая аудитория. Ну и их родители, конечно же. Дозорный, ты можешь открыть... Там, где, короче, ты выбираешь режимы игры, там есть мастерская. Открой мастерскую, и там есть весенний фестиваль. Какая-то там хрень, короче, называется весенний фестиваль. Открой ее и зайди там, проверь. Ну, короче, попробую, посмотрим. Получится, не получится, уже узнаем. Но я как-то особо на это не падок, типа мне 50 на 50 все равно. Бывает ситуация, когда не все равно, а бывает ситуация, когда все равно. Мне ушло... Где мои улучшения? 5 рубликов все по 2. Стример с какого города? Так я же ответил недавно. Я из города Днепр. Так. Андерлордс мертвая же, не? Ну да, мертвая. Но я, по крайней мере, я смотрел, она мертвая. Там так же самое разработчики, вот насколько я помню, не убили ее. Ой, а я і не знав, що ми з одного міста. Вітання з підстанції. О, так ты и недалеко, получается. Правый берег, правый. Привет, а на каком ранге играешь? Ранг Ферзь. Да я думаю, тут половина аудитории ранг Ферзь. ЖК семейный. Блин, это я что-то где-то такое слышал. Ну, у меня тут недалеко тоже. 3 хитреца в лобби. Да я смотрю, тут скилловички. Вот смотри, там Фома сейчас, у него появилось, видишь, один дубликат хитрец, и вот еще одна цветка, потому что у него стоит 2 цвета. Но они без предметов. Если он найдет себе импресску, то, соответственно, у него будет с этими, с предметами. В центре на Артема. Знаешь заведение Пуричвени? Не. Вообще не знаю. Ресторанчик грузинский. Не знаю. Я сейчас мало где куда могу отъехать, скажем так.
Поэтому в центре я очень-очень-очень редко бываю. По крайней мере, не сейчас. Советую, очень вкусно. Я вот в предыдущем месяце покушал на 21 тысячу. Так было вкусно. Ням-ням. Раз, два, три, четыре. 4 хитреца. Ребята, может хватит? В репортере? Нет. В лечении. Очень вкусно, ребят. Всем рекомендую. Летится очень-очень вкусно. Ням-ням-ням. Да, будет еще каточка. Успеем. По времени успеваем. Была не была, короче. Раз идет, то давайте юзать эту тему, то, что идет. Правильно? Лучше в центр не ходить. Да не, я не могу из-за того, что у меня сейчас платежеспособная система не такая, как надо. Да ты издевайся, Фома, алло, успокойся. Хитрец 2 звезды, может хватит? Душный. Душный парень. Гізер, ви там чо, как, норм? Да. З центру можна поїхати за пікселем на бусики. Ну, може і так, да. Я тут с ребят в шоке. Тут, ну, у них обалдеть, какие жесткие столы. А, да у меня 53 хп, ладно. Я хотел сказать, что у меня ситуация не такая уж и плохая. Теперь я понимаю, что у меня ситуация максимально ужасная. Что с вами делать, ребятки? Любишь гулять? Люби в бусиках кататься. Да. Местный мем. Местный жесткий мем. Ай-яй-яй, Сайленс прилетел. Больно? Ты не из таких ситуаций выкручивался. Да ну да, но... Ситуация вообще не та. Типа... Ну, не, ну может быть сейчас придет. Может я сейчас наговариваю, и реально что-то хорошее придет и будет все окей. Но у меня по хп все мало. Там у Фомы лютый стол. Если он еще его грамотно соберет, он будет здесь всех разносить без шансов. Ну, короче, пока что рано еще. Бав вой не витримуєш, одразу будь. Боевое крещение. У меня просто, ну, как-то не идет по столу. Типа, я вот смотрю, у меня, ну, рубрика все по 2, улучшений ну, ни грамма. Единственное, какое усиление у меня есть, это вот... Гизеры сейчас в фуловом кунг-фу. Единственное, какое усиление есть, это у меня вот, лон-друид. Это единственное усиление, которое у меня сейчас есть. Сейчас Свен 2 звезды и пока кунг-фу. А, ну, кстати, как вариант, да. Я из-за Свенчика вообще забыл. Сейчас, секундочку, у меня кошка дверь ломает. Взламывает. Хочет упаковать.
Серьезно? Ладно, ребята, это лобби Фомы. Ну, типа, хочешь, не хочешь, но это лобби Фомы. 100%. Он еще просто фуловую кунфу не поставил. Тут есть гизер, которого посильнее стол. У него есть фуловая кунфу. Вот ваншот. Еще и со станчиком. Свен все решит. Ну, может быть. Аллилуйя! Вы посмотрите, какое усиление мне пришло. О да. Усиление называется мечта. Prince? I don't crawl around walls. Роллы золотые один раз и Свена. Я не смогу здесь на мехах сыграть. Ну, у меня такой... Ну, хотя... Ну, не знаю. Короче, не знаю. Я не хочу наговаривать, но, по-моему, у меня не получится здесь на золотых роллах сыграть. Yummy candies. One for you. Time to go green. Venom, Venom. We're wolves. Get it? Как бы мне не хотелось, но, по-моему, не получается. I'll exorcise every last demon. Toy Squad. Time for mischief. Потом звери демона и зикатка. 9 ап, но хп мало. Там мне хп сейчас очень мало, я не смогу 9 апнуть. Мне бы хотелось апнуть 9, я бы и 10 апнул, но слишком мало хп. Мне бы так, ну посильнее чуток стол, и было бы все хорошо. Но я думаю, вряд ли мне получится сделать посильнее стол. To the moon. To the song. Not to you. Prince? I don't crawl around walls. Надо уровень апнуть. А ему 2 звезды. Ну, да, но без АМа тут как бы и не поиграешь. Но хочется попробовать поиграть без АМа. Я просто не хочу особо на метовых героев принципиально играть. Типа, это такой бред. Это неинтересно становится. Я вот даже хочу, если честно, сейчас взять не Манки Кинга, а апнуть, а Марси. Но просто у Марси есть свои проблемы, ей нужна мана. А если маны у меня не будет, то и, соответственно, ничего не будет хорошего. Я, кстати, забыл мету активировать. С вами заболтался, забыл мету активировать. Хочешь, не хочешь, но тебя тупо вынуждают сейчас играть. Через Манки Кинга. Сейчас надо не забыть мету активировать. Так что, ребят, быстренько, если что, напомните мне мету активировать.
Соединение с чатом прервано, но мы пытаемся его... У меня почему-то соединение с чатом только что вылетело, обалдеть. Так, ну в этот раз-то я должен его вынести. Выношу ж? Выношу, мету активирую. ХПшечка сюда. Тут боги-жрецы еще появятся. Мне надо медальончик будет найти в моменте. Но главное, чтобы сейчас на 35-м раунде мне хорошие предметы упали, было бы все ок. Так, топ-1, я так понимаю, хочет сыграть через суммоны, судя по всему, потому что он рефрешер нашел. И будет, наверное, искать себе Некромикон. Ку, а почему мета? В плане, почему мета? Мету активирую. Какую? Ну, предмет. Хотел на другом сыграть, но не идет. А, мета. Мета, потому что хп восстанавливает. Типа, смотри. Ну, она мне упала рандомно на 10-м раунде. Я ее не выбирал. И я сейчас, если его выиграю, то посмотри на мою хп. У меня прибавится хпшка. ХПшка прибавляется от, по-моему, на своем столе ты 20% получаешь, на вражеском столе 40%. От нанесенного урона по шахматисту. Вот 14 хп я сейчас ему снес. Это сколько получается? А, ну да, вот, в принципе, на вражеском столе ты получаешь, получается, 40% от нанесенного урона по шахматисту. Вот. Метаморфизм называется. А, в этом плане он спрашивал. Тю. Кстати, ребят, кто кидает донат, там же можно оставить, если что, комментарий, я его в войсе прочитаю. Ну, вдруг. Вдруг чего? Я-то думал, это немного другой вопрос был. Почему мету взял и тому подобное. Кстати, ребят, если не впадлу, то в чатике на Твиче немножко пообщайтесь тоже. Там не надо среднее число добить. Поэтому задавайте всякие вопросы и тому подобное на Твиче. Ух ты. Блин, а я хочу и то взять. А что делать? А что делать? Ну, мне, думаю, отхил больше надо, чем... А, я отхил возьму. Реально, он больше мне нужен сейчас. Привет из Вьетнама, Гвардыч. Спасибо за контент, уже давно засыпаю под тебя. Привет, привет. Привет. Спасибо. Рад, что тебе нравится мой контент и как усыпляющий этот идет. Как это? Как это назвать? Как это? Как, короче, блин, я забыл, как называется, когда включают там вот эту вот успокоительную музыку перед сном и тому подобное, что было... АСМР, мне подсказывают тут слева АСМР. АСМР контент. Я играл, собрал Манки Кинга в 3 звезды и чертолетика. Спасибо золотому казино на мехах. Ах, сочувствую твоим противникам. А еще богожрецы. Вот это печалька. Надо медальон первого тира найти. Еще, кстати, Марси в 3 звезды собралась. Плохо. Если что, манту я взял не просто так. Кто вдруг не знает, то когда Манки Кинг настакивает определенное количество тычек на иллюзиях, то активируется его способность станчиков. Кстати, ребят, напомню, если что, то на этой неделе будет еще 2 стрима. Один в четверг, один в субботу. И будет ли лобби, либо соло-ранг, соответственно, решим в Телеграме. Вопросиками. Опросиками. Как вы думаете, топ-1 врет, что ему не шло? А? И поэтому он решил на зверях через суммона сыграть. А? А? Как думаете? Я думаю, врет. Ребят, 40 человек на ютубе. Накидайте лайков. Не стесняйтесь. Накидайте лайков, добрые люди. Ну реально, не шло. Если придет, перестроись. Ну хоть скажи, что тебе должно было прийти. Поделись. Прикиньте, у Рубика способность хитреца. Я только сейчас заметил. Я еще недавно играл против чела. У него были чернокнижники и духи вроде. А у меня кунг-фу с чем-то. И в конце мы раундов 5-6 в ничью играли. И потом ваншот залетел на 48-м раунде. Тебе или чувачку?
ваншот прилетел. Но я так понимаю, ему. Ну вот, мне просто панда кунг-фу взяла и вынесла. Чувачку. Но я ему сочувствую. Но походу мне здесь не дадут поиграть на кунг-фу, потому что мне нужно будет контрить этого хитреца. Там хитрец нереально огромный. Да. Что ж у меня такое лобби киберкотлетное попалось? Ребята, давайте что-то попроще, а? Хочется лобби попроще. Дайте подышать. Охренеть, еще один хитрец жесткий с Радиком. На панде летать надоело, видимо. Решила все же ваншотнуть. Понял. Но тут у Лидзвини очень жесткая панда. У него посох жертвы. От него ваншоты будут прилетать только в путь. У него 900 урона наносит способность, по сути. Нужно будет что-то против него делать. Например, молиться. Молитва никогда еще лишней не была. У меня скорости атаки очень мало. Мне надо со скоростью атаки что-то делать. Ну, тупо. Мне тайт идет только в путь. Не знаю, мне так все плохо со скоростью атаки. Я даже думаю, если что, поставить себе сейчас не Манки Кинга, а поставить Марси Керри. Да, у Фомы лютый стол там, конечно. Ничего себе, Лекс его... А, ну там, скорее всего, под контроль взял эту панду. 6 монет как раз стоит. А у меня Манки Кинг сколько стоит? 6 монет. Как изменяется рейтинг после получения ферзя? Ну, просто у тебя циферки получаются, и ты, когда первую 1000 набираешь, ты получаешь звездочку, 2000 получаешь вторую звездочку, 3000 получаешь третью звездочку и тому подобное. Ну, я после катки покажу. Сейчас как-то больно. Реально больно в табло получаю. Можно не так больно? Я жить хочу. Скорости атаки не хватает. Опять! Что за повторение, мать учения? Я худею. За 3 раунда? 3 тайда. Найс. Сань, привет, как твоя печень? Пока на месте. На самом деле намного лучше. Я сдал анализы, поэтому все намного лучше. Осталось только брать, купить, ну, осталось, короче, купить таблетки только для поддержания печени. А в остальном все ок. Спасибо за беспокойство. Ну, короче, мне торба тут. Давайте говорить откровенно. Мне здесь торба. Ну хотя бы медальон первого тира упал снова, хоть что-то приятное. Да, нет смысла на зверях играть. Слишком уж больно там бьются. Вообще никакой пощады не дают. Ready for a heart-racing experience. Friendship is magic. Something horrible is peering. Prince? Prince? I don't crawl around walls. You know nothing about Ля, Свен пришел. Это, конечно, круто, что Свенчик пришел. Friendship is magic. Together we start a new era. I'll exorcise every last demon. Я, наверное, делаю грубую ошибку, но я уже тупо рискую.
Пу-пу-ру. Так, а я хочу посмотреть, кстати, на бога жреца. У него вроде неплохой такой стол. Но посоха 3-го тира нету у бога жреца. Ему нужен посох 3-го тира. О, посох 3-го тира. И призма теперь. Ему теперь останется только призма, и по сути у него все шансы есть на победу. Жесткое лобби. Но у Фомы очень лютый стол. Типа Фоме прям везло от края до края. А почему ты, кстати, решил щит 5-го тира искать топ-1? Тебе же Некромикон в идеале найти. Хотя там такие ребята играют, что... Ну... Успел вовремя микрофон выключить, прочихался. Там на самом деле просто такие жесткие ребята, что я думаю, ну, щит 5-го тира это хорошее решение. Мне надо было Аганим и 2 Энигмы. Так расскажи свою идею хотя бы нам. Спасибо, спасибо. Но я считаю, что топ не один, что Фома заберет здесь топ-1. По-любому. Слишком хорошо ему шло со старта. Найти раннего хитреца, это прям то, что доктор прописал. Ему тупо не хватает сейчас посох 3-го тира, Фоме. И он может забирать здесь топ-1 вообще в легкую. Но это должны были быть боги ЧК через Энигму. Ну это хрень. Я же думаю, ты сам прекрасно знаешь, почему это хрень. Как бы грустно это ни звучало. Спасибо, спасибо, Легио. Ну, если есть Энигма с Аганимом в двойку, то это очень даже сильно. Но я думаю, против Кунг-Фу это вообще не сильно, потому что Кунг-Фу абсолютно плевать. Ну вот, тупо. Ну... У Гизера хорош стол, кстати. Очень хороший стол. Там, кстати, Гизер и Фому вынес. Но у Гизера есть шансы вынести, кстати. У него хорошие предметы под Кунг-Фу. Ему еще щит 5-го тира и посох 3-го тира. И тут просто разрыв будет тоталити. Я думаю, даже в априори ему нужен щит 5-го тира. Лизвини поставил морских. Ну, в принципе, кстати, ок. Но из-за того, что все кучно стоят, это не ок. Но тут, кстати, Фома, если себя реализует... Оу, у него и тоже Радик тут появился. Обалдеть, ему так хитрец идет, я в шоке. А ну-ка, давайте ставки. Кто победит в этой катке? Кто победит в этой катке? Я ставлю на Гизера. У Гизера слишком сильный стол. Но посоха 3-го тира не хватает. Тут только загвоздка в том, что у него тупо не хватает посоха 3-го тира. Но у него есть Радик. А, понял. Вот и ваншоты посрабатывали. Или нет? А, нет, да, сработали ваншоты. Да. Ладно, забираю свои слова назад. Итак, за кого болеете вы? За Фому или за Лизвини? Давайте я вам покажу предметы заранее. Так, вот Фома предметы. Вот Лизвини предметы. Вот, кстати, Лизвини предметы мне намного больше нравятся, нежели у Фомы. Сейчас, если Фоме упадет еще и посох 3-го тира, то у нее тоже будет сильный стол. Морские дальше ставят. Ну, кстати, морские неплохая тема, но на синергию Кунг-Фу это не будет работать, а вот на то, что у него здесь есть на столе у Фомы, то работает. Я просто, на самом деле, еще не понимаю, что хочет Фома себе собрать. Ему бы какой-то отхил. Взгляд... О, взгляд АЗС, это хорошо. Дай посмотреть, что у тебя там. Но все такое себе. Типа, догончик неплохо, но... Не знаю. Но то, что ему взгляд АЗС упал, это уже хорошо, потому что будет отхил резать. Ну, у Лизвини прям вообще шик... Ой-ой-ой, еще один посох. Ой-ой-ой. Башер, отлично. Башер это вообще шик.
Ай-яй-яй, бессмертие, а может щит... Ну, это хорошая тема, но можно было бы и щит попробовать рельнуть. Но тоже классно. Очень классно у него все. Ему бы Радик вообще было бы идеально. Короче, сейчас будет игра, кто кого ваншотнет. Битва кунфуистов. Ну, тут, ну, у Фомы сильный стол, но ему не хватает посоха 3-го тира. Ну, посмотрим, посмотрим. Я так понимаю, она хочет себе поставить фул морских на Лезвине. Ну, в принципе, тоже будет работать. Правда, не все там, конечно, дома. Ой-ой-ой, ваншотик сейчас работает. Ой-ой-ой, тайдуха. Вот это вот битва кунг-фу. Вообще ничего не понятно, что происходит на столе. Хотя... Ой, да он сработал, ай-яй-яй. Короче, это будет битва ваншотов. Кому больше фартанет, тот, соответственно, друг друга ваншотнет. Это битва ваншотов. Я, кстати... вот что. Тайт сразу начал бить Энигму, и поэтому он фокоменение сработало. Окей. 6 морских поставил. Ну, у Лезвини все... Короче, ребята, кто кого победит, как думаете? Ваши ставки. Дамы и господа, ваши ставки. Пупуру, пупуру. Но у Резвини намного сильнее шмотки. До скольки будет стрим, Берти? Ну, сейчас последняя каточка и все. А дальше будет в четверг стрим и в субботу будет стрим. А вот какие будут стримы, я напишу в своем телеграм-канале. Там я буду делать опросы. Либо же это будет лобби, либо же это будет соло-ранг. На самом деле, мне так жарко. Я просто как мороженка таю. Так, ну все, ребята, давайте уже. 40-й раунд заканчиваем. Заканчиваем. Пора, пора. Ой-ой-ой. Не, ну морские нормально так ему помогают. Ой-ой-ой, хорошо. Да. Сильно. А 6 морских не хочешь обратно поставить? Хочешь оставить как есть? А почему? У тебя же есть просто бусы массового отхила. Не знаю, я бы, наверное, оставил бы 6 морских, потому что тут есть много магического дамага. В принципе, приятно. Ой-ой, чуть не ливнул. Чуть не ливнул. Сейчас, короче, каточку доиграем. Тот, кто топ-1 занимает, остается в next лобби, и я на секунду отойду, воды хочу налить. Ай-яй-яй, боже, как это сильно. 40-й раунд. Тут двойные мобы еще. Боже, сейчас столько предметов ему нападает. Вот ему, Лезвине, не хватает только щита 5-го тира сейчас. Он накидывает себе щит 5-го тира, и он взрывает его вообще в легкую. Потому что щит 5-го тира на кунг-фу вообще лютая имба. Но тут тоже, если ему сейчас упадет посох 3-го тира и щит 5-го тира, то тут тоже сильный стол будет. Но у него отхила нет никакого. Если у Лезвини есть бусы, а тут как-то так. Но Лезвини, как по мне, надо поставить немного другой стол. Там все-таки много магического урона, и ему надо поставить вместо того, что у него сейчас есть, здесь убрать вот эту вот панду бесполезную, убрать Разора бесполезно, поставить себе синергию морских. Да, хила нет у него. Типа у него стоит баф магии, но баф магии, как по мне, хрень полнейшая. Ну, боже, как ему панды идут, я обалдею. Ему люто панды идут.
О, боже, какие ему предметы поприлетали, обалдеть. Always maintain Обалдеть. of equivalent exchange. I'm coming out. The law of equivalent exchange. Не, у Лезвини там четко. I don't think so. Ну, да, ладно. Фома как-то не реализовал свой потенциал с самого старта, но залетел в топ-2. У Лезвини все намного лучше с этим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну все, это конечное. Щит 5-го тира, все, забейте. Сейчас он кольцо убирает 1-го тира, закидывает туда щит и все, это ГГ. Это ГГ. А я успел на последней секунде. Ну все. И он испарился. Ну, Фома как-то не реализовал себя. Фома очень хороший стол имел с самого старта, но он тупо не реализовал себя. Какой-то бредобилд немножко. Ну ладно, хозяин-барин, плевать. Ой-ой-ой, аж поприходило тут. Так, все, залетайте в Next Lobby. Я на секундочку буквально отойду. Так, все, ребятки, я на месте. Есть еще желающие, которые хотят поиграть? И, ребят,
Сейчас, а ну, кто был в предыдущей катке, я гляну. Так что, есть кто-то, кто хочет? Ну, я думаю, никого. Короче, поехали. Так, ребят, это ластовая каточка сейчас будет. Сейчас ее нужно разрывать. Сейчас ее нужно просто так вот взять и... Сейчас будем разрывать. Только дайте мне в этой игре поиграть, пожалуйста. Дайте поиграть только. Не душите. Хочу жить. Так, у кого там калькулятор? Ну-ка, признавайтесь. Или кто-то, может, вылетел? Кто там на калькуляторе зашел? Кто? Кто ты такой? Кто ты такой? А ну-ка, напиши в чат. Так, что мы видим? Охотников мы видим. Все, поехали охотники. Охотники наши, все. Охотники... А, не, подожди, что тут есть по... На самом деле, не очень плохо тут. Блин, ну тут плохо. Ладно, я пока загадывать наперед не буду. На охотниках, типа, прикольно было бы стартануть. На самом-то деле. Ну, просто есть некоторые моменты, которые могут мне порвать на охотниках. Оу. Оу, нича. Это типа намек на то, что мне нужно взять 2 инчи, правильно? Ладно, такое улучшение, в принципе, пригодится вдруг чего. Ну это, короче, реально намек на то, что мне, походу, надо играть через зверей, да? Чисто звери суммона по приколу. Ой-ой-ой, да шо ж ты так приходишь? Сложно. Если панда придет, для панды возьму клевер. 2 гиды. Ха. Хотя на самом деле здесь можно сделать себе богов полуорков плюс горн и зверь пятерочка. Можно. Но нужно ли? Вопросик. Ладно. Молнии я люблю, поэтому беру молнии. Не знаю, получится ли мне здесь реализовать то, что я хочу. Вообще не знаю. Но будем надеяться, что получится. На всякий случай возьму жреца. Мало ли придется на устри, кстати. Или хотя бы просто жрецов поставить, чтобы баночки получать. Как меня охотник разорвал. Просто. Сильно. War never changes. О, Лина 2 звезды. Алло, нормас, нормас. Короче, я понял.
меня пока что рубрика все по 2. Ты мог крутиться быстрее, кастрюля? О, хорош. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Марси я люблю. Марси это имба, ребята. Марси это прям то, что доктор прописал. По идее, значит, что мы можем сделать? Как думаете? Зря я теперь жалею о том, что я Квевер скипнул. Хотя... Ладно. О, нежить будет. Окей. Интересненько. А ну-ка, ребятки, соберите кто-нибудь инсектоидов против нежити. Ладно, шучу, если что, не собирайте инсектоидов. Мы не такие. Мы хорошие. Когда спим зубами к стенке, правильно? You know nothing. I've one husband, 2 kids, and plenty of hammers. Опять боги-жрецы будут в катке. Как же поступить? Not a stepping stone to my revenge. Friendship is magic. We're almost there. It's just one step. Чё, как поступим? Может сыграть на кунг-фу? Ну, просто в предыдущей катке ребята играли на кунг-фу. В этой катке у меня может и не получиться поиграть на кунг-фу, потому что здесь есть Горн. Если поиграть на кунг-фу, то как мы это все сделаем? Можно, в принципе, богов орков бахнуть. Что думаете? Что, делаем богов орков? Через Тайдуху, Кунку, Дума. Плюс можно же и Горн будет поставить, правильно ж? Не, может мне сейчас, конечно, минер упадет. С пандочки. Я, конечно, сомневаюсь, что мне минер упадет, но все же, знаете, надежда умирает последней. А так как у меня стоят в основном все гоблины и только панда, все шансы есть. Я хочу, кстати, из реликвии, чтобы мне сейчас упало хаотичный договор. Будет вообще шикардос. War never changes. Ай, люди идут. Интересно, давай так. Что именно, играть на богах орках? Или кунг-фу? Орки. Ну, орки, конечно, не идут, но в принципе... В принципе, можно. Окей, поехали на орках. Может, получится. Тут сильный стол. Очень сильный стол у Романиуса.
Так, снова боги-жрецы, я вижу, намечаются. Надо будет найти медальон первого тира. Или, надеюсь, мне медальон первого тира упадет. Одно из двух. Если сейчас... Хотя мне уже хаотичный договор от этот в баню не вкатился. Лучше пусть мне награда за гоблинов упадет, правильно? Тут же есть награда за гоблинов. Есть. Лучше, конечно, награда за гоблинов пусть мне упадет. Клевер упал, кстати. Пану закинем. Может, сейчас паночка что-то принесет. Если хитрец упадет, будет вообще шикардос. О, сразу панда выпала. Ничего себе. Ничего себе. А можно рубрику все по 2 уже убрать? Алло. Ну хватит мне рубрика все по 2 будет. Хватит. Мне эта рубрика все по 2 уже надоела. Блин, может... Не, хотя это, я думаю, слабо, если перекинуть предмет Вембера сейчас. Может, пусть в Клокверке будет. Ладно. Короче, сейчас надо выйти 80 монет плюс. Начать брать уровень. Где-то на 8 либо на 9 остановиться, потому что мне нужно будет там найти себе кунку, мне нужно найти будет Дума, мне нужен Джаггернаут будет. И тут, кстати, есть горный вождь, поэтому можно еще и горного вождя поставить. Фулгорн, я не знаю, получится или нет. Сейчас резак придет, проверяйте. Не пришел. Ладно. Мне просто надо максимально выйти быстро в деньги. На рубрика продам. Короче, 50 монет я уже вышел. Сейчас быстренько еще чуть-чуть денег насобираем. И берем уровень. Ой, уровень. Активируем награду за гоблинов. И будем потихоньку расти. Но это лобби как-то немножечко попроще будет. Потому что не у всех такие огромные столы, кроме Романиуса. У Романиуса очень большой стол. Еще и Манки Кинг ранее пришел, не имбовый. Ладно, посмотрим. Лина в 2 звезды, конечно, дает прокекаться. Сейчас переклюем, нереально меня упадет. Пу-пу-пу. Ладно, короче, продам эту панду и лучше выйду в деньги. Быстрее возьму уровень. Быстрее мне будет легче. Нужен 8 и тупо ролиться. Хотя на самом деле можно и сейчас поролиться. Но мне нужно много фиолетовых фигур. Хочешь, не хочешь, но надо много фиолетовых фигур. Хотя шанс 35% на Джаггернаута. Но если я сейчас начну ролиться... В отделе мониторинга. Юзнул уже реликвию. Спасибо. Спасибо, что напоминаешь. Блин, я на самом деле в растерянности немного. Как же лучше поступить? Я думаю, все-таки взять 8. Там, если на 8 мне упадет Тайт, упадет Хан, упадет, соответственно, горный вождь, то будет все хорошо. Плюс на 8 уровне я могу ролиться и найти себе 2-звездочную фигуру нормально в 3 звезды. Потому что 2-звездочная фигура мне будет необходима. Так вот поступим. Я думаю, у меня может не получиться моя задумка. One more before to the moon. I am the storm. To attack? You won't hear. I
press my chest. You only get a slap in the face. Угу. 9 воинов уже. Я думаю, у меня не Ну, блин, на самом деле, хрен его знает, получится или нет. Золотые роллы точно не получится. Мне тупо минер не придет. Хотя, знаете, когда мне минер придет? Мне минер придет тогда, когда я его продам. Гарантирую. Оно все-таки будет, смотрите. Это Роллах Александр в действии. Так, рукавичка хорошо. Против сумончиков будет. Хотя тут из сумонов только Фурион. Короче. Как же мне хорошо идет Марси. Save your time. The strongest hero is right here. For those who are shrouded in the darkness, I am your most powerful support. Неплохо. Такой подгон мне нравится. Может, всегда так будет? Нормально так наныл. Правда, мана никакого нет. Мана регена никакого нет. Но это уже такое вторичное. Спасибо. Зомбарь красава. Кинул свой отхил в Тинкера, вместо того, чтобы кинуть в Джаггера. Кстати, я заметил такой прикол, что вот этот зомбарь, он почему-то ваншотает тень. С чем это связано, непонятно. Кто-то это подмечал для себя? Потому что я это подметил, и это реально лють какая-то. Не знаю, получится ли моя задумка, не получится. Я думаю, вряд ли. Зомбарь не успел. Чуть-чуть зомбаречек не успел. Ух ты, зомбаречек. Ну ладно. Я хотя бы сейчас по минимуму получу. Это единственная радость. Надо идти дальше в уровень. Надо на тоненького играть. На тоненького идти дальше, дальше, дальше. Найди тоже в баню, не хочу это брать. One knight, one horse, more powerful than 1,000 soldiers. I'm a magic user. Where are we going? I thought you knew! Что, как думаете, каковы шансы на мою задумку? Так, мажоры в чате. Привет-привет. Там же X3 прилетает в тень. Потому что 2 суммона привязаны. Ну да, но почему он ваншотает? Вопрос в том, что почему он ваншотает. То есть, суть в том, что когда она расплодилась, эта тень, все такое, то когда юзает зомбарь свою способность, почему-то прилетает ваншот. Хотя ваншот, ну, не должен прилететь. Именно ваншот. Он почему-то вот эти вот 2-3 тысячи хп просто сжирает за секунду. С чем связано, я не шарю немного. У меня даже на самом деле догадок нет никаких, как, типа, с чем это связано.
don't do voodoo. I do. Антимаг, антимаг, как люблю я тебя. Как вам усиление? 2 тинкера, 2 резачка, а? Привлекательно? Кто хочет такое же? Всю игру бегаю с этими тинкерами, резачками. Я, наверное, 9 сейчас возьму и на 9 начну просто ролиться, чтобы усилить свой стол. Если я не усилю свой стол довольно-таки рано, меня доля поперек. Но в идеале мне нужно сейчас ролиться, потому что 8 уровень, у меня шансы на фигуру зеленого тира будет 25%. Прикол. Вихрь лавы стырил. Интересненько. Блин, у меня уже 8... У меня очень мало хп. Prince? High five. High hoof. Сейчас, короче, 9 беру и начинаю тупо ролиться. Живи, Джаггер! Живи! Фу. На 100 хп. One step away from completing my revenge. Earth is shaking, lava is howling. Hesitation leads. I am the god of war, boy. I'm not the little mermaid that turns into bubbles. Ну что ж, держим за меня сейчас все кулачки. И надеемся, что у меня получится сделать то, что я планирую. Правильно? Сборка звучит интересно, но реализовать ее, ой, как легко. В скобках. А для чего тролль? Я его поставил чисто для бафа чернокнижников. Ну, не сейчас, конечно, сейчас у меня чернокнижников, естественно, нет. Но для будущих. Ну, чтобы хоть какой-то у меня был отхил 20%. Ну, тут просто неимбовый антимаг, который 2300 мне нанес с плюхи. Praised the sun. Иди в баню, я тоже хочу себе антимага взять. Все. Вот так вот делаю, все. Надоело не пикать неимбовых персонажей. Turn up the music. Do you hear the beat of victory? Ну вот, у меня сейчас есть просто немножечко отхила. Вот и все. 20%. Типа, немного, но и в принципе немало. У меня просто игра очень сложная, сейчас уже начинается. Для того, чтобы мне полностью раскрыть потенциал, мне еще драконий рог здесь нужен. Пу-пу-пу. Опять ты. Кровопийца, а не антимаг. May the tune of Listen to One more before sleep. Daybreak. Hesitation leads to failure. There can only be the chakra. I'm
I am inevitable. Don't worry. Don't take the bait. I am the Eggman. War never changes. Chakra. Every chubby one has a potential. Ляха на... To be a painter. Then I took an arrow in the knee. Все. Ровно 8 хп. А не, 1 хп, ладно. Я просто богов разобрал в моменте. Спешил так. Listen to praise the sun. My conquest is the sea of stars. I am inevitable. Спасибо, Джаггер, ты пришел на последней бабке. Save your time. One more before. Save your. Spin the slice and sweat. Теперь вопрос, нужен ли мне этот молодой горячий. Я еще и Хана скипнул, вот это вот плохо так. Блин, а какого бога не... А, понял. Я дурак. Я фулл богов не поставил. Ну, антимаг 4000 урона нанес, на секундочку, если что. На секундочку. I'm an Easter egg. You found me. Пока, наверное, морского бога. Let's set out on a new voyage. Если сейчас упадет драконий рог, то по идее, я, может быть, даже это еще и камбэкну. Может быть, но не факт. Я там в моменте так спешил, реально, что я просто протыкал Хана. Но у меня тут мало всего осталось, поэтому так. Поэтому так вышло. Можно драконий рог? Ну, блин, на самом деле... Killing can save a life. Trust me. Пожалуйста, драконий рог. Да. Ну. Жизнь такая штука, она непредсказуема. Но я хотя бы не топ-8 отлетел. Хоть что-то приятное. Хоть что-то реально приятного мне упало. Мне сейчас тупо надо уровень. И на уровне просто ждать. Вот Мэдекс как? Охренеть. Охренеть. Тут можно уже, ну... Да не, просто я вот... Короче, чтобы вы понимали, я вот хочу этот билд потестировать нормально, попробовать, хоть что-то сделать. Вообще не идет. Типа, когда есть в катке Ух ты, ёб твою медь, ты еще выкатилась.
тебя в порядке все? Может, ну, подлечимся, поедем, а? Ну, это торба. Это ужасно. Еще и маг-дракон. Да ну, сейчас придет какой-то посильнее челик и меня тупо вынесет. О, вот, например, сейчас Хускар меня разорвет, проверяйте. Хотя нет, если Дум прилетит, то я этого Хускара порву. Но Дум, как обычно, не полетит в того, в кого надо, поэтому он полетит в кого не... Прикол. Дум полетел в Хускара, обалдеть. Чего-чего, но этого я не ожидал. Медекс... Медекс кого-то скифа уничтожил. Окей. О. Это круто. Там есть маг-дракон, это не круто. Не, мне не получится. То, что я хочу, тупо не получится. Еще я случайно автоостановку нажал. Мне без драконьего рога тут не дадут жизнь, честно. Нужен драконий рог. О, Медекса там снесли, отлично. Но у Медекса там сейчас столько халявных роллов, что я даже... Ну, типа, 6 халявных роллов у молодого. Он тупо ждет. Только, правда, чего ждет? Вот это пока непонятно мне, чего он ждет. Он ждет какую-то бомбу. А мне без посоха 3-го тира здесь невозможно будет играть. Так, Лизвини с посохом 3-го тира. Я просто антимага не хочу как бы убирать. Сильный антимаг, он может больно надавать. Но Лизвини мне там не нравится. Посох 3-го тира под котлом, он может меня взорвать. А мне нужен как минимум еще один предмет, чтобы этот бредятину скипнуть. Not all dancers can stand here, but I'm the unique one. Девять магов, ну елки-палки. Хрен с тобой, рискую. Без морских мне тут точно торба, да и с морскими мне не будет приятно.
Еще и Лизвини сейчас и выигрывают там раунды, это очень печально для меня. Он сейчас просто себе... А, он уже настакал посох. Щука. Выкиньте кого-то из игры, дайте мне попробовать найти предмет 3-го тира. Мне нужен драконий рог. Так, дайте мне предмет. Не 4 золота. Мне нужен был 1 предмет, чтобы я мог попробовать рольнуть. Пупуру, пупуру. Кому здесь торба? Печальное лобби. Да! Можно мне 1 предмет упадет? Я очень хочу драконий рог. Дайте мне, пожалуйста, драконий рог. 1 предмет. Драконий рог. Тут есть, конечно, Манки Кинг, 1 стан, и я в могиле. Нет, 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 нет! Только в стан не попади, только в стан не попади, молю. Крути, верти его по полной программе, давай! Да! Я, прикиньте, я золотой ролл выбил. Seen a fist Ай-яй-яй. big as a mountain? I went to a volcano and that's what happened. Молюсь Всевышнему, бог рандома, не подведи меня! Крутить! Посмотрите, у всех 1 хп. Драконий рог, молю. Драконий рог. И щит 5-го тира мне нужен будет. Драконий рог и БКБ желательно. Драконий рог и БКБ, чтобы просто не получить никакой контроль, никакой станчик, ничего такого, и все. Пиндец, у всех по 1 хп. Вы просто гляньте на это. Мне нужен БКБ с 4-го тира, очень надо БКБ с 4-го тира. И драконий рог с 3-го тира, пожалуйста. У меня сейчас двойные мобы, выпади мне драконий рог. Я пытался на воинах сыграть, видимо, плохая... Я пытался на воинах сыграть. Видимо, плохая идея. Так-то кайфовая игра. Да она нервная, капец, это не игра, это нервотрепка. Мне нужен психолог будет после такой игры, ты чё? Пару литров виски как минимум. Да какой посох? Зимнее объятие, ну ок, ну дай мне, пожалуйста, посох 3-го тира. Ой, посох, драконий рог. Пожалуйста, выпади мне сейчас драконий рог, пожалуйста, пожалуйста. Да!
БКБ. Пойдет. Нахрен. Turn up the music. Do you hear the beat of victory? I'm Hermes, the fastest man in the world! From now on, I am the sword and shield of Shaman, not the weak brother anymore. Уиу, покрутились, в белом танце кружимся. Мы с тобой покружимся. Ребята, у меня фляга потекла, извините. Туц, туц, туруруц, туц. Но рано еще говорить за победу. Там есть маг-дракон, на секундочку. Маг-дракон может мне устроить поплаву. Пожалуйста. Но теперь уже вряд ли. У нее там был хекс. Этот хекс я должен законтрить. Он там лича кирит. Крутись только сразу, я тебя молю. Да! Фу! Сюда, маг! Ух! Это было сильно. Это было сильно, это было круто. Горный вождь молодец. Джаггернаут просто, вот посмотрите. Оп-оп-оп-оп. Мой ты сладкий, боже мой. С такими... Я не знаю, как это просто как это сказать. На самом деле, Романиусу надо было просто поставить гритеров, и он бы здесь просто всех разрывал с Манки Кингом 3 звезды. Тупо гритера. И все. Это была просто нереальная каточка. Надо было гритеров ставить Романиуса. Надо было. Все то, что у него тут есть, это полная дичь. Магу респект. Но Лич мог бы задамажить, но ему нужен посох 3-го тира был. Ой, спелпризм. Мог бы, но так как у меня был Джаггернаут, мне так плевать было на этого Лича. Вот так вот, ребята, вот так вот. Все, ребятки, там кто-то просил, чтобы я показал, какой ранг у меня, типа, или как циферки идут. Ну вот, смотрите, сейчас у меня в эфире 605 очков. И вот, смотрите, если я соберу 1000 очков, у меня будет 1 звезда. Это и так далее. То есть, ну, по-моему, 5000 это 5 звездочек. Вот. Вот. Вот такая вот у меня статистика. И чтобы вы, ребят, понимали, я не первый раз пытаюсь собрать богов морских, воинов. Ну вот такая вот у меня ситуация. Вот. Типа 2 каточки я сыграл, и чтобы вы понимали, вот какая ситуация была против меня. Ведьмачки со свенчиком ранним 2 звезды, вот такое вот. И вот такое вот Джаггер не тащит. И вот еще одна каточка тоже. Тут такая же, в принципе, поплава. Тут сразу инкастовая тучка летела, тут меня просто вынесли, даже не хватило. Ну и, соответственно, здесь свенчик. Ну, тоже такая же тема. Короче, это была лютая каточка. Вот. Вот. Все, ребят, всем огромное спасибо за стримчик, что вы были. Напоминаю, что в четверг и в субботу будет тоже стримчик. Но вот какой будет стримчик, я напишу в своем телеграм-канале. Я там буду делать опросы, все такое. Поэтому давайте, подписывайтесь, не стесняйтесь. Там чат комьюнити. И за такой стримчик поставьте лайк, не стесняйтесь. Ну и, в принципе, все. Всем огромное спасибо, кто был на стриме. Всем удачи и хорошего вечера. Всем пока-пока. До следующего